Кажется, что порой животные чувствуют и видят гораздо больше, чем люди. Один такой необычный волк по имени Чарли отказывался уходить от мертвой девушки, Джулии, и его несокрушимая привязанность обратила внимание на глубокую правду о человеческих эмоциях и связи с природой. В комнате, где проходило прощание, все были переполнены горем и отчаянием. Взглянув на прекрасную Джулию в свадебном платье, лежащую в гробу, царила тишина, нарушаемая только безутешными всхлипываниями собравшихся. Окружающие должны были стать свидетелями ее веселья и счастья в день свадьбы, но вместо этого оказались на похоронах девушки, чье сердце перестало биться. Неожиданно в эту печальную атмосферу ворвался Чарли, влетев в комнату через открытую дверь. Все взгляды устремились на него, когда он запрыгнул прямо в гроб, укрывшись рядом с Джулией, и не собирался покидать ее. Ужасно расстроенный Джон, ее жених, умолял волка уйти, но тот продолжал игнорировать его слова. Ему было видимо только одно — оставаться с Джулией, как будто предчувствуя, что эта ночь станет решающей для обоих. Джон погрузился в воспоминания о том, как он впервые встретил Джулию. Их знакомство произошло в лесу, где она всегда чувствовала себя свободной и счастливой, вдали от душного города, который усугублял ее мучительную эпилепсию. Джулия была настоящей натурой, обожающей природу и приключения, и она часто устраивала походы с палатками, наслаждаясь красотой окружающего мира. В один из таких походов, когда она отдыхала в палатке после долгого дня, она услышала снаружи жалобный писк. Заинтригованная, она выглянула наружу и заметила поблизости маленького щенка, который выглядел очень ослабленным и беспомощным. Сердце Джулии затрепетало от сострадания, и, не раздумывая, она бросилась к малышу. Но как только она подняла его на руки, то поняла, что это вовсе не щенок собаки, а настоящий волчонок. Ее сердце екнуло от страха. Поблизости могла оказаться его мама, поведение которой было бы непредсказуемым и крайне опасным. В ту минуту девушка обдумала, что, возможно, волчица просто бросила своего детеныша, и никто не знает, что с ней могло произойти. Несмотря на свой страх, Джулия подошла ближе к волчонку, который продолжал смотреть на нее голодными, жалобными глазами. Он тихонько пищал, и это было призывом, который было невозможно игнорировать. Прошло несколько минут молчания, однако волчица так и не появилась, и Джулия, полная сострадания, поняла, что с волчицей случилась беда. Если она не поможет этому маленькому созданию, оно точно не выживет в дикой природе. К тому же леса полны опасностей, с которыми тонкий, беспомощный волчонок не сможет справиться. С решимостями в сердце Джулия забрала волчонка с собой. Дома она напоила его теплым питательным молоком, и как только он съел, малыш быстро уснул, свернувшись калачиком на теплом покрывале. Это понимание принесло ей немало радости. Однако Джулия прекрасно осознавала, что не сможет сама вырастить волчонка, который однажды станет большим диким хищником. Когда он вырастет, волк будет не только ее другом, но и потенциальной угрозой. Поэтому Джулия решила отнести детеныша, которого она назвала Чарли, в ближайший питомник для диких животных. Сотрудники питомника с радостью согласились взять на себя заботу о новом приезжем. Отзывчивый и заботливый работник питомника по имени Джон пообещал, что они будут заботиться о Чарли, и предоставил Джулии возможность навещать его несколько раз в неделю. Это предложение сделало Джулию невероятно счастливой. На каждой встрече Джулия тянулась к Чарли с нежностью, а волчонок, в свою очередь, радостно встречал свою спасительницу. Девушка приходила к питомнику, как только у нее появлялась свободная минутка, чтобы провести время с подрастающим Чарли. Вдохновение, которое они давали друг другу, было настоящим чудом. Чарли рос и становился все более игривым и любопытным, а дружба между Джулией и Джоном становилась крепче с каждым визитом. Редкие моменты, потраченные на уход за Чарли, стали основой их крепких отношений.
Скоро Джон и Джулия заметили, что между ними зарождается что-то большее, чем просто дружба. У них оказалось много общих интересов. В первую очередь, любовь к природе и животным. Каждый раз, ухаживая за Чарли, они с интересом обсуждали свои мечты и желания, совместно планируя дальнейшие заботы о зверьке. Взаимная симпатия разрасталась, и Джон все больше осознавал, что Джулия занимает особое место в его сердце. Неожиданно для него он понял, что готов сделать следующий серьезный шаг в их отношениях. Когда однажды он предложил ей выйти за него замуж, Джулия не смогла скрыть своей радости и, не раздумывая, согласилась. Вокруг них зажглись искры счастья, и они назначили дату свадьбы на ближайшее время. Джулия с интересом выбрала свадебное платье, в котором она выглядела невиданно прекрасно, и каждый момент ее ожидания был наполнен радостью. У нее была мечта — стать красавицей в белом на своем собственном празднике любви. Но, как это часто бывает, судьба распорядилась иначе. Джулия страдала от эпилепсии, и в день, который должен был стать их самым счастливым, она вдруг удалась в состояние, которое внезапно изменило всю ситуацию. Когда Джон пришел домой к невесте, он с ужасом обнаружил ее бездыханное тело на кровати. Он растерянно стоял на месте, а сердце его наливалось болью. К счастью, вскоре прибыл знакомый врач, который подтвердил неизбежное. Джулия умерла, а причиной ее смерти стала эпилепсия. Джон не мог сдержать свои слезы. Вместо долгожданной свадьбы ему предстояло проводить свою любимую в последний путь. Не желая со смирением принимать это горькое испытание, он все же решил облечь Джулию в свадебное платье, о котором она так долго мечтала. Это парящий момент стал прощанием, и Джон со слезами на глазах посмотрел на ее прекрасное лицо, которому было суждено быть не у алтаря, а в гробу. В день похорон атмосфера была тяжелой, и Джон, как и все присутствующие, был очень подавлен. Видеть свою прекрасную невесту в свадебном платье в гробу было просто невыносимо, и слезы наворачивались на глаза сами собой. В то свое время он вспомнил о Чарли, который тоже любил Джулию и был ее верным другом. Джон решил дать ему возможность попрощаться с девушкой. Когда Чарли вошел в зал и увидел мертвую Джулию, он повел себя крайне неожиданно. Словно почувствовав ее душу, хищник бурно подбежал к открытому гробу. Он запрыгнул прямо внутрь и наотрез отказался выходить обратно. Ни Джон, ни другие присутствующие не могли уговорить Чарли отойти от тела девушки. Его присущий инстинкт защиты, кажется, не оставлял ему выбора. Поняв, что ситуация принимает неожиданный оборот, Джон позвонил в службу спасения. Врачи, прибывшие на вызов, сначала сильно удивились, но после многочисленных просьб Джона согласились повторно осмотреть тело Джулии. Неожиданно один из врачей вскрикнул и начал что-то шептать своим коллегам, вызывая у всех волнение. Вскоре врачи положили тело Джулии на носилки и донесли его до машины скорой помощи, занятые тревожной работой. Шокированный происходящим, Джон поспешил за ними, и через несколько минут они прибыли в отделение реанимации, где Джулия немедленно была помещена в руки специалистов. Один из докторов, дрожащим голосом, объяснил Джону, что его невесту ошибочно признали мертвой. На самом деле Джулия страдала от каталепсии, крайне редкой формы эпилепсии, при которой у человека практически отсутствуют любые признаки жизнедеятельности. Джон слушал в неверии. Это одна из самых страшных форм эпилепсии, когда все тело становится неподвижным, а дыхание столь мелкое, что видно лишь в редкие моменты. Кажется, что оно отсутствует вовсе. К счастью, Чарли, как будто прочувствовав волнение окружающих, понял, что его хозяйка еще жива, и сумел предотвратить похороны заживо. Через несколько часов медикам удалось реанимировать Джулию, и они с облегчением сообщили Джону, что мозг девушки каким-то чудом не пострадал от кислородного голодания. Вскоре Джулия пришла в себя, а когда Джон рассказал ей о том, что произошло,
Девушка разрыдалась от счастья, не веря, что осталась жива только благодаря Чарли. Она понимала, что волк был не просто животным, он стал ее защитником и преданным другом. Джон и Джулия вскоре поженились. Это было не только празднование их любви, но и глубокое понимание и уважение к жизненным испытаниям, которые они прошли вместе. И самым почетным гостем на свадьбе стал верный волк Чарли. Он встал рядом с ними, как символ их незломленной дружбы и верности. Вместе они стали не просто парой, но и настоящей семьей, в которой всегда будет место верным друзьям, даже если они представители дикой природы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые удивительные истории, наполненные теплом и вдохновением. До свидания.